День добрый, всем привет, друзья, и привет из Гданьска. Это моя вторая часть. Если вы не видели первую часть из Гданьска, то тут подсказочка будет. Также я оставлю вам ссылку в описании. У меня один день на старый город, на все достопримечательности. Возможно, я еще успею даже подъехать к морю, но не знаю. Но сегодняшнее видео я начинаю в том месте, где я закончила предыдущее, на рыночной площади, ратуша, фонтан. Если вы хотите этот день провести тоже со мной, то, конечно же, приглашаю, но перед тем, как начать, не забудьте проверить, подписаны вы или нет. Подписывайтесь, пожалуйста, поддержите меня, пожалуйста, лайками, напишите мне, пожалуйста, комментарий. Каждый ваш лайк, каждый ваш комментарий – это ваша поддержка, и я просто плюс еще люблю читать ваши комментарии и входить в какие-то дискуссии. Так что увидимся в комментариях. И, ребят, за моей спиной скульптура Нептуна, и это поистине очень популярное место для фотографий. Тут, чтобы сделать фотографию, надо простоять в очереди. Ну да ладно. Что символизирует эта скульптура? Конечно же, связь города с водной стихией. И говорят, что этот памятник был построен в 1615 году. Ну а там мы видим ратушу. И старая ратуша находится в самом сердце старого города. Я даже не знаю, как снять, чтобы было видно ее. Но она действительно очень высокая. Внутри находится музей города Гданьск, именно города Гданьск. Я также читала в интернете, что можно на эту башню подняться, но еще не знаю, буду проверять. Что нам известно про эту ратушу? Ратуша изначально была возведена в стиле готики, но, однако, после пожара в 16 веке фасад дома приобрел элементы стиля Ренессанс. Как вы слышите, везде Гданьск ассоциируется, теперь будет у меня ассоциироваться точно с Ренессансом. И основное украшение ратуши – это купол. Я бы сказала, что это башня высотой 80 метров. И на самой верхушке есть статуя Сигизмунда II по золоте. Так, попробую я приблизить, чтобы было видно эту статую Сигизмунда II. Вот, кажется, как-то ее видно. По золоте. Супер, супер. Но не вижу, чтобы там были люди, но сейчас пойду узнавать, можно ли действительно подняться на эту ратушу. Иду наверх. Я не знаю, 80 метров подниматься, но иду. Билет чисто в башню стоит 16 злотых, а в музей 23, но тут единая цена на все музеи по 23 злотых. Идем наверх. И, друзья, я это сделала. Я поднялась. Чуть-чуть отдышусь и покажу вам, как это выглядит. Смотрите, как отсюда классно видно Королевский путь. Вау. Вон там ворота. И так идешь. И вот так приходишь к следующим воротам. Вот и сама ратуша. Ратуша. А я была вот здесь. Да, 80 метров. Обалдеть. Ну что ж, ребят, пройдя через еще одни ворота, мы вышли к речке, набережной, прекрасной набережной города Гданьск. Но я хотела остановиться немножко на этих воротах. И эти ворота называются зеленые ворота. И раньше фасад был окрашен в зеленый цвет, и поэтому отсюда такое название зеленые ворота.
Но самое удивительное есть то, что это строилось как резиденция для королей. И эта резиденция строилась в 16 веке и была построена специальным кирпичом, который привозился из Амстердама. Но еще что самое удивительное, что за все существование этой резиденции король останавливался тут только один раз. Хочу вам представить речку Мотваву. И эта речка, шикарнейшая речка, протекает в очень красивом месте, конечно же, через старый город. А также в устье этой реки находится сам порт в городе Гданск. Сделана набережная, на той стороне какая-то реконструкция, поэтому я перешла на другую сторону и обойду кружочек, потому что есть мост, через который можно пройти. Один, который не разводной, а второй разводной. К сожалению, вон, видите, островок, он сейчас как раз и разведен. О, ребята, я как раз поймала момент, когда мост съезжается. И, честно говоря, такую систему я вижу в первый раз, чтобы мост именно не складывался, не раскладывался вдвое, а он как бы поворачивается, как мельница. И вот эти все зрители на другой стороне все также ждут, чтобы посмотреть на это действие. О, классно! Это буквально, не знаю, где-то минуты 3, наверное, чтобы мост полностью повернулся. Ну, супер. Вот один момент, и я уже нахожусь на мосту. Очень быстро это происходит. Выстояла я очередь, чтобы зайти на этот мост, потому что когда мост сводят, тут действительно прям очередь стоит. Смотрите, как красиво. Ну а за моей спиной сейчас находится поистине визитная карточка города Гданьск. Название этой конструкции «Журавль на Мотваве». Почему журавль? Потому что на верхушке есть памятник журавля. Само здание построено в 16 веке, и что это такое? На самом деле это погрузочно-разгрузочный кран для кораблей. И оригинальность этого здания в том, что по краям находятся две башни, но они сейчас на реконструкции. Сама конструкция раньше была черного цвета, а я сейчас смотрю, а почему она коричневая. Ну, то есть из-за этого черного цвета она была узнаваема, но сейчас какая-то перекраска, и я не знаю, будет ли они ее докрашивать в черный цвет, или она так останется такой коричневой. Вот миниатюрка этого крана, но, к сожалению, сейчас оно все выглядит вот так, но можно себе представить, какая была раньше тут работа. А напротив крана находится морской музей. Тут же корабль, внутрь корабля можно войти. И идем дальше, потому что дальше я не знаю, что там еще есть. Сколько мне нравится урбанистика Гданьска, потому что вроде бы, да, исторический центр, старый город, но дома, они, конечно же, современные, но они сделаны стилистически так близко к этим старым домам, что, в принципе, не так уже сильно выбивается из общей среды, но видно, что современное, и это современно, ну, классно смотрится, очень классно смотрится. Я вам говорила уже, что на протяжении всей набережной будет очень много таких арок и ворот. Вот одна из очень популярных арок, а за ней улица Моряцкая. И говорят, что это поистине одна из самых красивейших улиц Гданьска. Она пешеходная, и на протяжении всей улицы можно увидеть старые каменицы, старые особняки, оздобленные разными фигурами, львами, горгульями. Очень красиво наблюдать за парадным входом. И эти дома раньше принадлежали поистине самым богатым жителям города Гданьск. Ну а сейчас это такая себе торговая улица. И, конечно же, торговля связана с бурштином.
Конечно же, если есть речка, то есть и возможность покататься на водных такси, на разных кораблях. Но я вам хочу показать один, и он действительно очень популярный. Я даже в Гугле, когда искала, куда мне пойти, мне в рекомендациях выбила именно этот корабль. И это черная жемчужина. И вы знаете, я уверена, что этот корабль действительно очень популярный. Судя по очереди, судя по плачу детей, что они хотят именно на этом корабле прокатиться. Я бы сама прокатилась, но не в этот раз. Это плывет черная жемчужина. Ну класс. Там на другой стороне находится Гданьская филармония. Очень красивое место выбрано для филармонии, и мне очень нравится вот эта крыша сделана, как будто такой корабль плывет. Очень оригинально. Ну что ж, друзья, быть в Гданьске и не побывать на корабле — это не про меня. Идем в музей корабль-музей Солдек, и билет стоит 20 злотых. И что известно про этот корабль, что этот корабль был построен первый после Второй мировой войны. Скажу честно, я вообще впервые в жизни на корабле. А тут еще корабль, музей. Этот корабль был в эксплуатации 31 год. И он, конечно же, использовался в промышленных целях. Запах такой, как будто действительно я нахожусь в открытом море. Вот как раньше выглядели каюты. Ну, в принципе, интересно, это простых моряков или это капитана? Если для простых моряков, то это очень круто выглядит. Вот каюта простых моряков. Но не представляю, как тут можно было жить, спать, есть. Столовая как раз, потому что все равно все так узко, все так давит. И плюс, если взять еще открытое море, думаю, что это страшная работа. А это, если я не ошибаюсь, радио, когда кричат снизу, что какие-то поломки. Штурвал. Ну и тут у нас место для капитана. Штурвал. Итак, такой вид. Вот теперь черная жемчужина плывет в другую сторону. Но, а я на капитанском мостике. Людей, короче, навалом, но очень интересно. Плывем. Мы почти на самом носу. Знаете, когда разводят мосты, это прям такое очень-очень активное движение по речке. Ну и к мосту, к носику я никак не подойду, потому что тут очередь ужасная. Но как раз якорь, канаты. А там была капитанская рубка. Я дождалась. Вот он. Нос корабля. Очень мне понравилась экскурсия. Вообще ни капельки не пожалела, что сюда пришла. Можно себе представить, как выглядел Титаник и как на таких кораблях плавать. Супер. Очень классно. Очень. Ребят, именно в этом месте я буду с вами прощаться. Спасибо, что второе видео, да, хотела сказать второй день, но нет, день у меня один. Что вы посмотрели второе мое видео с прекраснейшего города Гданьск. Я надеюсь, что вам понравилось. Я надеюсь, что вы в этом году тоже приедете на море, на Балтийское море. Обязательно посетите Гданьск. Я под впечатлением, я всегда говорила, что Гданьск очень красивый город, и в этом можно убеждаться с каждой поездкой. Конечно же,
тут еще ходить и ходить, тут еще показывать и показывать. Все видео не вместишь. Спасибо, что разделили мои эмоции, мои впечатления вместе со мной. Увидимся в следующих видео. Пока-пока. Cześć wszystkim.